Здравствуйте, зрители моего канала. В сегодняшнем видео я хочу показать вам коллекцию фильмов с участием известного канадского и американского актера Майкла Джея Фокса. В коллекции у меня с ним не так много фильмов, но также небольшое количество фильмов с ним объясняется тем, что в начале 90-х годов у него обнаружилась серьезная болезнь, и поэтому с начала 2000-х годов он перестал активно сниматься, и поэтому почти все фильмы, которые я покажу сегодня, это картины 80-х и 90-х годов. И начать хочу свой обзор с такой вот коллекционки, которая как раз посвящена Майклу Джею Фоксу. Здесь у нас 4 фильма входят в эту коллекционку. Это «Секрет моего успеха», «Напролом», «Консьерж» и «Жадность». Сзади видим обложки фильмов, а также техническую информацию об изданиях, которые вошли в данный сборник. Такой вот общий слип для 4 изданий. И начнем в порядке выхода фильмов из данной коллекционки. Первая коллекционка — это «Секрет моего успеха». Здесь он, понятное дело, в главной роли. И в данной картине он задумывает аферу и организовывает эффективное рабочее место для сотрудника, которое также занимает. Это у нас комедия, веселая. И «Секрет моего успеха» ждал успех в кинотеатрах. То есть он окупил свой бюджет. Такая вот картина «Секрет моего успеха». Открываем. Здесь у нас во всех этих изданиях будет одинаковое, что на слипе, что на обложке. И такой вот сам диск с изданием данного фильма «Секрет моего успеха». Далее переходим к следующей картине. В этой картине Майкл Джей Фокс снялся с актером Джеймсом Вудсом. И в данном фильме Майкл Джей Фокс играет актера, который, чтобы вжиться в роль, вместе с полицейским ходит, чтобы познать, что такое быть полицейским. Такая вот картина с участием Майкла Джея Фокса. Здесь обложка такая же, сзади также. И наградка диска повторяет обложку. И данный фильм, так же как и «Секрет моего успеха», окупился в прокате. Такие вот 2 фильма из данной коллекционки, которые окупились в прокате. Далее будут 2 фильма с Майклом Джей Фоксом, которые не были успешны в прокате. Это у нас следующий фильм, это фильм «Консьерж». Здесь вместе с Майклом Джеем Фоксом снялась актриса Габриэль Анвар. И здесь у нас Майкл Джей Фокс играет консьержа. И здесь у нас история связана с любовным треугольником и с работой данного персонажа. Картина «Консьерж». Под слипом видим такое изображение, и внутри такое же изображение, как и на обложке. Картина «Консьерж». И, наконец, последний фильм из данной коллекционки. Это картина «Жадность», в которой у нас снялись Кирк Дуглас, Майкл Джей Фокс и Нэнси Трэвис. Здесь у нас богатый человек, который играет Кирк Дуглас, решает, кому оставить свое состояние. Вот одним из тех, как он думает, является как раз персонаж, которого играет Майкл Джей Фокс.
Такая же обложка. И такая же накатка диска. Вот эти два фильма, «Консьерж» и «Жадность», в отличие от «Секрет моего успеха» и «Напролом», в прокате уже не окупились. И такая вот была коллекционка с 4 фильмами с участием Майкла Джей Фокса, в которых он играл главную роль. Далее переходим к фильму Питера Джексона, в котором снялся Майкл Джей Фокс. Это картина «Страшилы». Также у нас Universal. Сегодня почти все фильмы от студии Universal. Продюсер данной картины Роберт Земекис. Открываем. Здесь уже у нас другое изображение под обложкой. Присутствует внутренний арт. Видим здесь Майкла Джея Фокса. Здесь ничего нету под диском. То есть изображение в основном сосредоточено на этой части. И здесь у нас в этой коллекционке присутствуют карточки Страшилы. Видим Майкла Джея Фокса. И, наконец, последняя карточка, где представлен сам актер. И в данном фильме Майкл Джей Фокс играет человека, который является специалистом, изгоняющим призраков и полтергейст. Но на самом деле там совсем не так. Но реальные призраки, полтергейсты в этом кино есть. Такая вот картина со спецэффектами. Фильм Питера Джексона с участием Майкла Джея Фокса «Страшилы». И, конечно же, говоря о Майкле Джей Фоксе, в первую очередь мы думаем о следующей трилогии, которую я собираюсь вам показать. Это, конечно же, трилогия «Назад в будущее». У меня в коллекции 3 издания данной трилогии. Но в сегодняшнем видео я покажу 2. А третье издание, оно простое. Ничего примечательного. А те издания, которые покажу, они более интересные. Первое издание, это у нас такое коллекционное 4-дисковое издание. «Назад в будущее» трилогия. Фильм Роберта Земекиса. Продюсировал Стивен Спилберг. Под обложкой здесь уже другое изображение. И здесь у нас 4 диска. И еще карточки. Присутствует внутренний арт у данного издания. И 4 диска. Первая часть, вторая часть, третья часть. А также диск с дополнительными материалами отдельный, которого не было в предыдущих изданиях данного фильма. И представлены в этом издании карточки. Сзади они выглядят одинаково. Сзади они выглядят вот так. Видим Майкла Джея Фокса на данной карточке. А здесь у нас уже другие изображения. DeLorean. Это у нас вторая часть, третья часть, первая часть, кадр из третьей части. Снова у нас DeLorean. Это у нас кадр из второй части. И кадр из первой части с доктором Эмметом Брауном в исполнении Кристофера Ллойда. Такая вот коллекционка. Самый известный фильм, самая известная трилогия с Майклом Джей Фоксом. И также помимо такой коллекционки
Есть у меня и 4К издание. Британское. Здесь у нас два Амарея. В первом Амарее у нас 4К диски данного фильма. Первый фильм. Назад в будущее 2 и Назад в будущее 3. У нас 4К версия данной картины. А здесь у нас Blu-ray версия, но она отличается от той, которая представлена здесь. То есть здесь у нас другое меню у данной версии. И также здесь у нас, в отличие от этого издания и предыдущих, есть русские субтитры на все 3 фильма, чего не было в предыдущих изданиях, как я и говорил. И здесь также 4 диска. Первая часть, вторая часть, третья часть, а также диск с дополнительными материалами. И он отличается от диска с дополнительными материалами, которые представлены здесь, что здесь добавлено еще материалов, которых не было на дополнительном диске у данной коллекционки. Такое вот издание фильма «Назад в будущее». Самая известная картина, точнее трилогия с участием Майкла Джея Фокса. И, наконец, осталось 2 DVD с небольшими ролями, в которых снялся Майкл Джей Фокс. И первая это у нас картина Тима Бертона «Марс атакует». Здесь у нас не видно этого актера на обложке. И здесь его тоже нет. А так Майкл Джей Фокс в картине «Марс атакует» Тима Бертона сыграл небольшую роль телеведущего новостей. Это такое вот кино. И другое кино, также с небольшой ролью Майкла Джея Фокса. И единственный фильм из 2000-х, который у меня есть с данным актером, это у нас «Трасса-60» от режиссера «Назад в будущее», точнее от сценариста «Назад в будущее» Боба Гейла. Единственный фильм от этого сценариста, который он срежиссировал. «Трасса-60». И в данном фильме Майкл Джей Фокс играет небольшую роль в самом начале фильма. И потом больше не появляется. На этом все фильмы с участием Майкла Джей Фокса, которые я хотел вам показать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока.